Значит, во-первых, это только у нас вот эта волна периодически поднимается, Да. причем многие наши очень серьезные специалисты, они эту тему никогда не поднимали. Я имею в виду и космонавты, которые участвовали в лунной программе, в нашей лунной программе, и инженеры-конструкторы там высочайшего уровня. У нас в основном эта волна вот поднимается как-то с самых низов. А знаете почему? Средства массовой информации, которые сейчас... и есть самые низы. А я сейчас скажу, вот почему эта волна поднимается. Там просто сняли фильм Стэнли Кубрика, и он был настолько правдоподобный, что люди решили, что вот он же и снял потом Луну. Я вот хочу сформулировать свою версию. Это сугубо моя версия, как вот редактора глянцевого журнала, который много занимается фотографиями и занимается их размещением на глянце. Это, опять-таки, это сугубо моя версия. Как оно было на самом деле? Да вроде бы вот на официальных сайтах уже выложены фотографии, где и следы от этих лунных роверов американские, и оставленные посадочные ступени от этих Аполлонов. Все равно, но, как говорят, при современном развитии печатного дела на Западе, ну что я вот по этому поводу хочу сказать, что, во-первых, когда отправляли мы остановимся только на первой экспедиции. Вот чтобы все это красиво снять, нужны фотографы-профессионалы, правильно? Нужно ставить свет, по большому счету, нужно понимать, что такое раскадровка, нужно владеть этим искусством. Вот еще космонавта при той напряженной программе еще научить всему этому делу, да еще, чтобы у него эти фотографии хорошо, качественно получились таким образом, чтобы их потом можно было разместить в журнале «Америка». Вот эта затея с самого начала, мне кажется, неосуществимой, потому что это действительно космонавт, это специалист в своей сфере. И как вы его представляете на Луне там, со штативом, с камерой, и постановка света там, и так далее. Ну-ка, 2 шага влево, 2 шага вправо. Ой, мы встали не с той стороны, солнце не там светит, правильно. Вот им там дело до этого, когда у них там величайшее психическое, моральное напряжение, что люди действительно впервые высадились на Луне. Я думаю, они все эти свои фотографии привезли, которые там сделали. По некоторым данным, у них даже была там неплохая техника, фототехника. Но, тем не менее, когда ответственные товарищи американские посмотрели на эти фотографии... Мы не можем это публиковать. Мы не можем это публиковать. Во-первых, они нечеткие, размытые, фокуса нет, раскадровка плохая, свет не там, все не там, все не там. Как мы можем рапортовать прогрессивному человечеству о своих выдающихся достижениях в космосе? Когда вид не тот. Когда вид не тот. И тут же ответственные американские товарищи сказали: ну-ка переснять все переснять. Ретушь. Сделать... Нет, ретушь тут не поможет. Прям павильоны, да? Сделать, вот соорудить павильоны и все там переснять, и так, и показать вот могущество, всю силу американской техники, силу нашего духа, нашу американскую гордость. А вот тогда, наверное, пригодился Кубрик. И, может быть, он в этом деле участвовал. Да. Откуда слухи-то пошли? Потому что ряд снимков действительно, вот это мое глубокое убеждение, как главного редактора глянцевого журнала, переснимали. Почему? Потому что, не могли ребята, вот те, которые полетели, сделать вот приличные фотографии в космосе. Слишком хороши. Я говорю, слишком хороши они получились в журнале «Америка», просто фантастические по своему качеству, разрешению, раскадровке. Вы многое сейчас объяснили нашим слушателям, кстати, вот поэтому, и даже мне. И когда они начинают, типа, вот флаг там не там развивается, звезд я не вижу, там какие-то кресты зашли не на то место. Ну вот снимали в павильоне. Слушайте, это как подвиг панфиловцев, которого не было. Ну, панфиловцы-то погибли, дивизия погибла, не на этом месте, ладно, корреспондент придумал. И военная прокуратура на самом деле об этом сказала при Сталине. Ну и что? И в 1947 году еще было об этом сказано. Да. Что... Нет, вы умрете, но доказывая, что нет, это было именно тут. Так глупее не придумаешь. Но полет-то был. Я считаю, что был, а то, что сделали они, досняли и пересняли часть кадров в павильоне, но с точки зрения государственной пропаганды это совершенно оправданно. И у нас была пропаганда, и у них была пропаганда. У нас ведь вот, когда, вернемся опять-таки к митингам и освещениям ракет перед пуском, вот даже к этому вопросу. Вот те же самые снимки с Гагариным и Королёвым, их же переснимали уже после. Да вы что? Да. Вот когда Гагарин дает кедр, в смысле там Гагарин, там Королёв командует кедр, я заря, там даю зажигание, потом это все переснимали. Потому что тогда не до того, да? Тогда, во-первых, было не до того. Говорят, и мы с матерком с легким все было, да? Мат – это необходимый язык в управлении войсками. Но, говорят, было с матерком, и поэтому нельзя было допустить до эфира. Как вам сказать?
Как было, так Ну, и желательно, было. конечно, избегать ненормативной лексики. Но не всегда, Но мы-то знаете, как- когда летит ракета, Мы-то как-то обходимся. с трудом. С трудом, но С трудом, обходимся. Иногда И- очень с большим. Да. Да, и по большому счету, ну и что? Ну сам факт-то был. Потом уже что-то пересняли, досняли. Но выступление Сталина 7 ноября 1941 года ведь переснимали в павильоне, а не на параде. Ну что от этого случилось? Поэтому, да, конечно, оно хорошо бы, чтобы все сразу подоспели профессиональные Свет хорошо фотографы, был, свет лёг. тени. Тени, Ой. раскадровка, там все получилось резко, красиво, люди встали на нужном месте. Ну, Никто хорошо не бы. ошибся, не Да, оговорился, не да, было сбоев. да. Но так не бывает.